Всем привет! Наверное, все знают, что знаменитая компания Sony тратит не слишком много сил и средств на выпуск бюджетных и среднебюджетных смартфонов. Но вот те редкие экземпляры, которые мы получаем на данный момент, получаются, на мой взгляд, действительно интересными и первобытными. На днях стало известно, что совсем скоро мы получим перспективный смартфон под названием Sony Xperia 5 Mark IV. Также, что немаловажно, он уже доступен для предварительного заказа. На данный момент только, к сожалению, в Китае. А вот продажи начнутся совсем скоро, а именно 20 октября, там же в Китае. Но для многих людей очень важно, сколько придется заплатить за данное чудо. Версия смартфона Sony Xperia 5 Mark IV 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти продается всего за $875. Кто-то скажет, что это, дорого. Но не забывайте, что смартфон в совокупности получил очень много интересных решений, которых нет ни в одном гаджете мира. Итак, основные фишки смартфона Sony Xperia 5 Mark IV — это мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, миниатюрный OLED HDR экран на 6,1 дюйма, огромная аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, тройная основная 12-мегапиксельная камера, защита IP68, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти, а также Android 13 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что Sony Xperia 5 Mark IV использует небольшой, отличный экран OLED HDR с диагональю всего лишь 6,1 дюйма и шириной корпуса 67 мм. Весит смартфон всего 172 грамма. Это очень компактный гаджет. Если сравнивать его с другими конкурентами, например, Xiaomi Mi 12S и Samsung Galaxy S22, которые, кстати, также являются небольшими смартфонами, то он выглядит действительно миниатюрно. Частота экранов 120 Гц может включаться адаптивно, а можно установить ее по умолчанию. По умолчанию экран работает на обычной частоте в 60 Гц, а в играх надо в специальном приложении игровой усилитель переключиться на так называемый производительный режим для более удобной игры. Компания Sony заявляет о стопроцентном покрытии цветового пространства DCI-P3 и неполном охвате пространства BT 2020, 10-битном цвете, но сам дисплей тут, конечно же, 8-битный. Дополнительные 2 бита при помощи программного сглаживания добавляются. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Смартфон получил 30-ваттную проводную, а также беспроводную зарядку, но неизвестной мощности. Даже сейчас, да, неизвестно сколько. За 30 минут с помощью 30-ваттной зарядки можно зарядить аппарат на 50%, а за час с копейками вы получите 100% заряда. Важно то, что в коробке не будет не только зарядного устройства, но и кабеля для передачи данных. Официальный представитель заявил, что это сделано из соображений энергосбережения, сокращения выбросов и защиты окружающей среды. Да, сейчас вот так это называется, то есть если вы зажмотили зарядное устройство, это защита об окружающей среде. А если вы поставили атомную станцию, то, это не защита. Также стоит отметить, что смартфон оснащен флагманской однокристальной системой от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0, 3 ядра Cortex A710 на 2.5 и 4 ядра Cortex A510 на 1.8 ГГц. Sony Xperia 5 Mark IV получил 8 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти, как я говорил ранее. Также гаджет может похвастаться 3 модулями основной камеры, и все они будут 12 мегапиксельные. Правда,
Объективы будут разные, с диафрагмой f1.7, f2.5 и f3.5. Это соответственно широкоугольный, сверхширокоугольный и телеобъектив. Стандартный набор, можно сказать. Фронтальная камера также получила модуль на 12 мегапикселей. Следовательно, все датчики будут похожими друг на друга. Смартфон соответствует степени защиты IP68. Данный стандарт защиты включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты IP68 можно использовать на глубине до 1,5 метров до 30 минут, не опасаясь за его целостность. То есть это для кого-то очень большой плюс, потому что люди некоторые, да, снимают, например, какие-то фотографии или снимают видео в бассейне. Для кого-то это очень важно, для меня, например, нет. Со звуком дела у Sony Xperia 5 Mark IV обстоят замечательно. Есть и редкий наг флагманов мини-джек с весьма достойным аудиотрактом. Смартфон звучит при подключении проводных наушников на уровне неплохого плеера. И Bluetooth 5.2 с поддержкой всех ключевых профилей. LDAC, aptX, aptX HD. И стереофонические динамики с приличным уровнем громкости и направлением в сторону слушателя. Имеется поддержка технологии DCI Ultimate. Тут используется технология искусственного интеллекта для технологического повышения качества сжатой музыки до более высокого качества. Таким образом, повышается качество всей цифровой музыки с применением искусственного интеллекта, и в реальном времени автоматически улучшается частота и битрейт. Улучшается как высокие, так и низкие диапазоны, что позволяет приблизить качество звучания каждой дорожки к звуку высокого разрешения. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Sony удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Однозначно, данный смартфон не для всех покупателей, потому что, во-первых, скажем прямо, люди не слишком хотят купить смартфон за $900 от компании Sony. Почему? Потому что данный смартфон, очень и очень специфический, но всегда компания Sony предоставляла в своих смартфонах все самое лучшее. Тут мы тоже видим достаточно неплохие технические характеристики. Мощный процессор, да, он нагревает ваш смартфон, да, это не процессор от компании, например, даже Mediatek, но он мощный, он достаточно хороший, это, я думаю, никто не оспорит. Во-вторых, мы получаем очень хороший экран. Конечно же, у компании Sony всегда получались очень и очень добротные экраны. В-третьих, мы получаем достаточно неплохую основную камеру. Как вы знаете, сейчас все датчики у айфонов, у флагманов от компании Samsung и так далее установлены именно от компании Sony. Почему? Потому что они делают самые лучшие датчики на данный момент. Третий, конечно же, мы получаем сбалансированный аудиоплеер. Да, не побоюсь этого слова, это действительно хороший смартфон, если вы слушаете музыку именно в наушниках. То есть тут есть джек, вы подключаете свои наушники за $300-400 и слушаете нормально музыку, слушаете нормальные треки в высоком разрешении, вы на выходе получаете очень и очень хороший звук. Конечно же, батарея, да, у компании Sony всегда батарея была, скажем, прямо не сильной стороной смартфона. И аккумуляторная батарея всегда нам не могла предоставить каких-то восхитительных характеристик. Но на 5000 мАч я уверен, что с утра до вечера данный смартфон продержится на ура. А больше и не надо. Вот такой гаджет получился у компании Sony. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.